Icy Genius. Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре рассмотрим шикарную новинку от компании Juno стоимостью $120. И приходят наушники в большой и увесистой коробке с реально классным оформлением в розовых тонах. И лично для меня крайне неожиданно было здесь увидеть вайфу на коробке. Но как решение, почему бы и нет. А еще здесь есть логотип компании Juno и название этой новой модели Kima 2. А сзади уже указаны технические характеристики, и за звук в этих наушниках отвечает новый обновленный динамический драйвер. Чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 20 Ом. Теперь же давайте рассмотрим комплектацию у этих наушников более подробно. Акриловая подставка с вайфу, наушники, очень вместительный фирменный чехол Juno, фирменный мешочек Juno, сертификат качества, щеточка для чистки наушников и набор абсолютно разных фирменных силиконовых амбушюр Juno. Есть и крутые Juno Candy, и Juno Studio, и более стандартные силиконовые насадки. Отличный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Сюда можно поставить как обычный штекер на 3,5, так и балансный штекер на 4,4 мм джек. Наушники выполнены из металла в серебристой расцветке, они очень небольшие и имеют хорошую полукруглую форму. На лицевой части у правого наушника здесь имеется надпись Kima 2, а на левом наушнике есть надпись Chris Faction. Тут располагается стандартный разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля, а рядом находится акустическое отверстие и маркировка канала, правый и соответственно левый канал. Но уже ближе к металлическому золотистому звуковому тут имеется еще одно отверстие для компенсации и надпись Juno Eclipse Dynamic. Звуковод тут, кстати, хороший, да, он не супер длинный, но все комплектные амбушюры подходят сюда отлично, и пользоваться этими наушниками реально удобно. Так как сидят эти наушники в ушах хорошо, проблем с посадкой никаких нет, звукоизоляция тут на высоком уровне и никаких неудобств при их использовании я не испытал. Да и кабель у них в комплекте прям очень хороший, он почти не путается и можно использовать его без каких-либо проблем. Да и амбушюры Juno Candy и Juno Studio прям отличные, советую эти наушники слушать именно с ними. Но приобрести динамические наушники Juno Kima 2 вы сможете прямо сейчас на AliExpress в официальном магазине компании Juno, и здесь они доступны сразу в двух расцветках. Есть обычная, как в моем случае, и лимитированная, которая выглядит еще более интересно. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат динамические наушники Juno Kima 2. Вот так выглядит их график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 5 дБ с буквально плавнейшим переходом к области нижней середины, где есть дополнительная добавочная теплота и вес у инструментов и вокальных партий, а область верхней середины здесь имеет совсем слегка смещенный пик на 2,5 кГц, что очень хорошо сказалось на тембральной достоверности в этих наушниках. А вот высокие частоты тут, на удивление, нам решили слегка прибрать и смягчить, сделав больший акцент на натуральность, гладкость и нейтральность подачи, без какой-либо яркости и агрессии в этом диапазоне. И как по мне, если в целом, то тут прям получился такой крайне неожиданный микс очень теплой и нейтральной, приятной на слух подачи и ровной мониторности за счет как раз небольшого акцента на низких частотах. И я думаю, эта модель подойдет не только аудиофилам, но и ребятам, кто серьезно занимается музыкой. Но давайте также сравним эти наушники с оригинальными Juno Kima. И как видите, оригинальные Juno Kima имели чуть больше саббаса, но получили меньше добавочной теплоты в области нижней середины, из-за чего подача здесь у них была более легковесная, а из-за большего акцента на области верхней середины они звучали более энергично, резко и даже посветлей на высоких частотах, несмотря на этот график. Поэтому подача звучания у них была совсем другая, и Kima 2 мне однозначно в плане нового подхода к тюнингу нравится больше. А вот Juno
Juno Kima Classic имели еще больше саббаса, но при этом еще меньше нижней середины и добавочного веса в этом диапазоне, и у них было куда больше акцента на области верхней середины и высоких частотах. И эти наушники, как по мне, получились самые энергичные, более техничные, но и от этого еще и яркие, и даже на мой слух более колкие. То есть они уже точно были на более светлой и требовательной к качеству музыкальных композиций стороне. И, наверное, как раз такая более яркая и дерзкая подача кому-то точно будет больше по душе. И тут уже дело вкуса. Ну а теперь давайте разберем звучание новых Juno Kima 2 более подробно. Бас у Juno Kima 2 отличается приятной теплотой и хорошо выраженной текстурой, а достаточная поддержка саббаса придает звучанию фундаментальную глубину, которая как раз не затмевает другие диапазоны, но обеспечивает необходимую мощность в звучании. Саббас в этих наушниках ощущается как достаточно плотный и очень хорошо контролируемый, создающий уверенную основу для музыкального полотна. Особенно это заметно в треках с более явным акцентом на низкие частоты, где бас не только просто слышится, но и буквально даже начинает ощущаться физически. Конечно, безусловно, не так явно, как в басхедных моделях, но и не забывайте, что здесь совсем другой подход к тюнингу наушников. Но вот мидбас мягко и очень аккуратно интегрирован в общую звуковую картину, сохраняя музыкальность и естественность в звучании. И именно он отвечает за ритмическую основу, делая звук увлекательным и насыщенным. Например, бас-гитары и барабаны звучат с четкой атакой и натуральным продолжительным послезвучием, что особенно подчеркивает вот эту некоторую живость исполнения. И буквально каждая нота баса в этих наушниках прорисована с должной внимательностью, избегая какой-либо смазанности или избыточного гудения, как, например, бывает в басхедных наушниках. И в электронной музыке или хип-хопе басовые партии остаются очень динамичными, прозрачными, заметно так подчеркивая энергичность трека, но при этом отмечу, что бас в этих наушниках определенно не выходит за рамки своей роли, то есть у него совершенно нету цели доминировать над другими частотами, и такую абстрагированность я как раз очень хорошо одобряю. И мне прям понравилось, как этим наушникам удалось поймать вот этот четко выдержанный баланс между текстурной и ударной подачей баса и его очень аккуратной реализацией, что делает низкие частоты в этих наушниках подходящими для абсолютно самых разных жанров, от самого простого классического рока до абсолютно разных современных электронных направлений. Но вот средние частоты в Juno Kima 2 это буквально настоящая жемчужина, которая определяет их уникальное, супер нейтральное и теплое звучание. Этот диапазон в этих наушниках устроен так, чтобы подчеркивать как вокалы, так и инструменты, создавая впечатление буквально настоящего и живого выступления. И лично мне нравится, как серединка подается в этих наушниках, то есть очень ровно, но при этом с очень заметной теплой окраской, добавляющей крайне приятной музыкальности. Мужские и женские голоса передаются с богатой текстурой и эмоциональной выразительностью, и они звучат так, будто вокалист находится прямо перед вами, особенно в треках с минимальным инструментальным сопровождением. При этом я отмечу, что хорошая детализация и разрешение в этих наушниках позволяет услышать такие мелочи, как дыхание вокалиста или легкий стук клавиш рояля, а инструменты такие как акустические гитары, фортепиано и струнные получают особую глубину и телесность за счет как раз вот этого небольшого добавочного акцента в области нижней середины. Да и акустические гитары звучат прям с очень натуральной такой вибрацией струн, а каждый щипок или аккорд передается с очень точной проработкой. И также интересной особенностью является то, как эти наушники справляются с насыщенными композициями. И даже при очень сложных аранжировках, где задействовано огромное множество инструментов, средние частоты сохраняют свою четкость и разделение без какой-либо вот этой кашеобразности или размытости образов. Именно это делает эти наушники буквально идеальными для прослушивания симфонической музыки, джаза или прогрессивного рока, где важна очень точная слышимость каждой ноты или аккорда. И, конечно, меня порадовало, что в этих наушниках верхняя середина была дополнительно смягчена, что устраняет любую возможную резкость в этом диапазоне и делает звук крайне комфортным для длительного прослушивания. При этом, что важно, тут сохраняется достаточная прозрачность, воздушность и сохраненная энергетика, позволяющая хорошо прочувствовать эмоциональность
эмоциональную динамику любого трека, а вокальные партии и инструменты никогда не кажутся перегруженными или перенасыщенными, что особенно ценно для тех, кто предпочитает натуральность в звучании и крайне очерченную музыкальность подачи. В общем, серединка тут прям хороша, очень хороша. Но вот высокие частоты в этих наушниках демонстрируют изысканно выдержанный баланс между детальностью и знакомой всем аудиофилам аналоговой мягкостью, предлагая комфортное и динамичное звучание, которое как раз подойдет для очень долгих сессий прослушивания. И как по мне, верхний диапазон в этих наушниках проработан с акцентом на натуральность и гладкость, абсолютно точно избегая какой-либо резкости или чрезмерной яркости и светлости. И это позволяет инструментам самого верхнего регистра звучать тембрально достоверно и правильно, но не перегружать ваш слух, что очень важно. А тарелочки передаются с очень приятной утонченностью, где каждый удар по ней ощущается реалистично, с хорошо выраженным и достаточно продолжительным плавным послезвучием. При этом я отмечу, что характер атаки у тарелочек остается не излишне навязчивым, как в различных ярких и очень светлых наушниках, что исключает здесь какую-либо резкость или вот эту неприятную остроту в звучании. И даже инструменты, такие как арфа или мандолина, обогащены заметной такой мягкой искристостью, которая добавляет воздушности и объема в общее звуковое пространство в акустических композициях. При этом мне нравится, как эти наушники очень умело сохраняют, пускай не самую выразительную, но вполне достаточную техничность и аналитичность звучания, раскрывая практически все самые мельчайшие нюансы записи, будь то это легкое эхо или многослойные звуковые эффекты. И я считаю, что как раз эти качества делают эти наушники особенно подходящими для анализа сложных аранжировок в таких жанрах, как ambient, электроника и даже симфоническая музыка. А вот звуковая сцена у Juno Kimo 2 скорее немного интимная, но при этом очень хорошо проработанная. Пространственные характеристики создают эффект присутствия, где каждый инструмент и голос размещены с четко выверенной локализацией. А ширина сцены в этих наушниках очень получилась такая умеренная, с небольшим акцентом на глубину, что особенно хорошо проявляется в живых записях или оркестровых произведениях. И, например, в джазовых треках можно без труда выделить положение саксофона, контрабаса и барабанов, что просто, на мой взгляд, замечательно. А вывод у меня получился таков. Juno Kimo 2 это без всяких сомнений отличные динамические наушники, которые я сейчас могу смело рекомендовать всем, кто любит нейтральную, ровную, теплую подачу. У этих наушников есть и как достаточно глубокий текстурный бас, так и очень приятная и гладкая на слух серединка, и достаточно продолжительные и детальные высокие частоты, которые не перетягивают излишнее внимание на себя, а просто плавно дополняет общую звуковую картину. Ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, всем удачи и пока!